Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн гадание, расклад карт Таро. Пускай карты Таро нам подскажут на такую тему. Почему он не платит алименты? Почему не помогает? Не дает денег на ребенка? И, как обычно, мы поработаем с препятствиями, сделаем в конце корректировку, тот, кто захочет. Обратимся к высшим силам, силам рода, к ангелам-хранителям, чтобы убрать все препятствия. Почему он не платит алименты, почему не помогает, не дает денег на ребенка, который покажет расклад карт Таро. Итак, почему он не платит алименты, не дает денег на ребенка, не помогает? Смотрим, сейчас разберемся. Смотрите, как интересно. Ну, во-первых, он находится в таком состоянии депрессии. Может, он вам это и не показывает, да, то есть, ну, вся ситуация с тем, что ему нужно платить, да, он воспринимает, карта дьявола выпала, как будто бы он замкнут, как будто у него обязательства, на самом, ну, у него вот это вызывает очень отрицательные эмоции, то есть, ну, вот, видите, ему кажется, что вы что-то от него требуете, хотя вы же не себе, а ребенку, да. Вся замкнутость этой ситуации его вводит в такое положение полной депрессии, бездействия, даже агрессии в вашу сторону. То есть вот он закрытый, там вот показывают, кстати, что есть у него, возможно, какие-то зависимости, алкоголь, гулянки, женщины. Все это показывает эта карта. То есть не до ребенка ему, вот что-то у него уже, ему, ну вот кажется, что он не должен. Вот у него четкая позиция, что он не должен. При этом кто-то, ну как бы так скажем, его наказывает, да, постоянно говорит, это возможно вы, возможно друзья, о том, что это неправильно. То есть постоянно идет ему информация, да, доносится, что это нужно делать, что ты от этого не уйдешь. И ну, тут все карты страха, депрессии. Ну и по умеренности какая-то женщина, возможно, его новая женщина, возможно, какая-то его родственница, знакомая, говорит о том, что она сама думала, да, вот беременная, да, когда рожала, сама должна содержать своего ребенка, то есть помогает ему, говорит, ты по умеренности, что можешь, что и дай, не можешь, ну где ж ты возьмешь. Также, ну, она имеет виды на эти деньги, она тоже получает, ну, ей важно, чтобы он не давал эти деньги, то есть в лучшем случае по умеренности, это может быть говорить там, не знаю, по суду. Давайте дальше посмотрим. Мы поняли его состояние, его позицию, как он это видит у себя в голове. А теперь покажите нам конкретные причины. Да, будет он давать, не будет он давать. Да, смотрим дальше, девочки. Как он вообще видит алименты, да, как он будет платить, помогать, давать деньги на ребенка, пускай Таро нам расскажет. Как интересно.
Ну, смотрите, во-первых, карты сразу показывают, что в его сердце уже какая-то другая дама, которой он там вот пляшет. Ну, естественно, ему вот, видите, то, что нужно платить элементы, видите, в какое его состояние вгоняет, а тут какая противоположность. Любовь, танцы, поцелуи. И также показывает то, что, ну вот по дьяволу эта женщина, как бы, ну, привязка у него к нему. То ли сексуально он очень к ней привязан, то ли она сама ему говорит о каких-то привязках. Давайте посмотрим, если там вообще какое-то, возьмем оракул, да, если там магическое воздействие на него, что такая любовь. Стойте, девочки, сейчас разберемся, потому что король, ой, туз меня смущает этот. Так, смотрим, есть ли магическое воздействие от новой женщины, человека, который не платит элементы. Покажите карты Таро. Так, подождите, я не работаю с перевернутым. Дорожка, дом. Ну, она очень двигается в его дом, прям по обману. И что? Призрак. Она как призрак везде. Вот она везде ему напоминает о себе. И как-то показывает, что то ли он с ней познакомился через родственников, ну, родственница она вряд ли может быть, то ли родственники сами довольны, что он привязался к этой женщине. Что-то там связано с родственниками, то ли ее родственники очень хвалят, что вот такой кавалер завидный, да, ну, в принципе, это все по затмению. То есть ничего хорошего это не будет. То есть она любые обманные пути ищет, чтобы им овладеть. Так. Ну, карты еще показывают, что в принципе он занят, делает действия, чтобы работать, зарабатывать. Да, но у него еще и также, возможно, есть проблемы. То есть он сменил работу, или то, что ему обещали, не выплатили. То есть такой он стал вот дурачок в этой ситуации. Или эта карта также может показывать, что он вам рассказывает, что он работает, но не может заработать. Хотя тут показывает, что действительно он работает. Да. Ну, он вот так вот всячески рассказывает, что он не может заработать. Да. Он боится, чтобы вы узнали, что он работает. И вот те, кто ему говорят о том, что ты должен платить элементы, да, помогать на ребенка, то карты Таро говорят, что он говорит, я работаю, я это делаю. Он даже может уверить всех своих знакомых, что он вот так вот просто, ну вот катастрофично вам хорошо помогает, что у вас вообще все хорошо, и у его ребенка все замечательно. Давайте дальше посмотрим. Что еще? Почему еще не платит? Девушка, понятно. Колесо фортуны. Угу. Ой, девочки. Ну, смотрите. Также показывает карты, что он этим хочет вас связать. Вот он хочет, чтобы... Ну, он считает, да, что эти деньги вы тратите на себя, их очень много. Ну, ему, естественно, лучше потратить на свои новые отношения. Вот ему хочется причинять вам боль, да, и он боится начала ваших новых отношений, да, вот вы там, чтобы ушли, да, карта начала, да, вот вы так русалочка были и выпили эликсиры, стали человеком, да, не привязанный к нему, к морю, к тем событиям, да, он этого очень не хочет. И чтобы вы забыли, вот ушли от того, какая любовь была у вас, то есть и нашли нового мужчину.
То есть ему крайне хочется, чтобы у вас все было плохо, да, чтобы вы от него зависели. И что? Давайте еще 3 карты. И что? Что нам карты Таро еще говорят? Ну, смотрите, карты Таро говорят, во-первых, работать над этой проблемой. Как работать? Угу. Думая о своем ребенке, карты говорят. То есть обращаться в какие-то суды. Не смотреть на него, на то, что у него происходит, и понять, да, опять окунуться в чувства и увидеть вот тех молодых людей, которые вокруг вас. Вот их 3 минимум кандидатов будет в ближайшее время. Правда, нужен один вот этот вот король, настоящий. Давайте еще спросим совет карт Таро, ангелов-хранителей. Возьмем вот такую колоду. И потом уже приступим, будем убирать препятствия, чтобы дорога к получению элементов, помощи на ребенка стала легче. Так, совет карт, совет ангелов. Угу. Совет ангелов. Победа, 6 жезлов, победа, хорошие новости, общественное признание или награда. Эта карта нам говорит о том, что нужно бороться. Вы боретесь не за элементы. Основная ваша цель, чтобы вашему ребенку жилось лучше. Лучше как можно еще более лучше, и чтобы ответственно относился мужчина к своим детям. Да? То есть цель победы ставить не то, чтобы ему было плохо, а чтобы вашему ребенку было хорошо. Говорит о том, карта победы говорит, что если вы обратитесь в суд или обратитесь, ну вот любые ваши действия по улучшению этой ситуации принесут вам победу. Так, теперь давайте поработаем, пусть будет так, давайте поработаем с раскладом. Так, убираем вот эти его дурные мысли, пускай в голову его капают. Пускай ему оставим, чтобы ему было страшно, что ему капают по голове, что нужно оплатить. Уберем вот эту женщину или кто-то засоветчица такая веселая. Давайте, у него в жизни пускай женщина может там и остается или не остается. Мы уберем ее в этом вопросе решения алиментов, Таро, пускай карты тут такие не лежат. Так, он работает. Уберем, что ничего не получает. Да. Дальше смотрим. Так, ну, естественно, мы уберем, что он хочет, чтобы было у вас все плохо. Оставим у вас новое начало, отход от старой вот этой вот его любви, да, и приход к новому мужчине. Так, что у нас тут еще осталось? Вы оставим то, что у вас получается работать, да, над ситуацией вы работаете. Давайте уберем много эмоций, а просто оставим поклонников, которые вы хотите видеть в своей жизни. Так, ну тут у нас все более-менее. И давайте поработаем с этими картами. Кто меня постоянно смотрит, знает, что мы сейчас поработаем с этими картами, чтобы убрать вот те все препятствия, которые нам показал этот расклад. Так, мы обратимся к силам высшим силам, к силам вашего рода, к ангелам-хранителям. Девочки, сосредоточились. Итак, найдем сейчас карту суда и карту мир. Карта мир.
карты. Смотрите, не так много препятствий, неплохо должно все отойти просто. Так. Итак, девочки, внимание. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал этот расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы были любимыми и любили, чтобы всегда денег хватало и они всегда были. Убираем все препятствия по Верховному суду. Да будет так. В комментариях пишем спасибо, да будет так. И сейчас посмотрим, подействовало, получилось ли у всех девочек убрать препятствия, которое показал этот расклад, почему он не платит алименты, почему не помогает, не дает деньги на ребенка. Так. Получилось ли у нас убрать препятствия? Ой, прекрасно, девочки, смотрите. Ну, эмоции его сменились. То есть он от тех бурных, его сексуальных, я не знаю, там, к женщине эмоции стали более спокойные, которая меньше она будет на него воздействовать. Ну и 8 кубков очень наглядно показывает, что он вспомнит о своем ребенке. Тут женщина, но это не важно, мы про него спрашивали. То есть и яблочко он ей дает. Замечательно. Девочки, спасибо, с вами была Луна. В комментариях пишем спасибо, да будет так, чтобы закрепить. Также ставьте лайки, если вам нравится, подписывайтесь. Может, у кого-то похожая ситуация, можно поделиться видео, если вы считаете, что оно будет полезным. Хорошего вам дня, отсутствия всех возможных проблем, чтобы все решалось. Ваша Луна.